Если 3 станции – это основа для понимания всей тайной доктрины, значит, для того, чтобы познать себя, необходимо принять законы, которые описаны в 3 станциях? Что это за законы? Первые 3 станции дзян, которые мы должны познать, они преследуют следующие законы: порядок цикличности, соответствия, эволюции и инволюции, магнетизма, центробежных и центростремительных сил, законы космические, законы природы и законы человеческие, закон относительности и целесообразности, законы кармы. В сущности своей законы вечной жизни выявляются импульсами высшей воли иерархического начала – Манвантар и Пралай. Необходимо знать эти законы для того, чтобы принять их. Мысль, знающая законы, имеет свободное движение и не утяжеляет карму. Познавать себя человек начинает с очищения. Когда прекращается дыхание внешнее, тогда изнутри наружу начинается другое дыхание – дыхание внутреннего познавания. Если в мире вне форм еще нет сознания, то кто повествует о происходящих процессах в первых 3 станциях и кто преемник этих повествований? Повествует о 3 станциях Парабраман, а преемник – ученик Лан. В мире вне форм нет времени, а есть пока только продолжительность. Но это не значит, что не существует сознание. Сознание – единое, абсолютное, которое создает прообраз истины. И сама истина повествует о законе едином, преемником которого станет будущее человечества. 7 покровов, которые описаны в первой станции, это покровы звука? 7 покровов, которые описаны в первой станции, это покровы беспричинной причины, голоса безмолвия. Каждый покров символизирует потенциальное особое состояние пространства. Время, ахи, вселенский разум, причина звука, голос безмолвия. Есть причина возникновения музыки сфер, причина логоса, которая проявится в мире плотном звучанием 7 нот, словом и речью. Как первый звук можно узнать, если это еще проекция звука? Чтобы узнать первый звук, он происходит как импульс, предчувствие. Проекция – это потенциальность звука, внутреннее состояние. Оно появляется из ниоткуда и не имеет причины. Оно исчезает в никуда, так как беспричинно. Узнать первый звук может сердце. Оно затрепещет восторгом познания в эти краткие мгновения. Важно уметь запомнить такие мгновения, ибо они будут ключом к будущему. Если тайна 7 раскрыта, и это есть поворот креста жизни, как человеку применить это? Осознанием 7Х, о чем пишет Елена Петровна Блаватская, как о тайне, можно сказать, что она выражена крестом жизни. А крест жизни символизирует колесо благого закона. Если человеку по эволюции суждено осознать эту тайну, то он способен предчувствовать и предвидеть. 7Х. Когда крест жизни становится духовным крестом. Сокрытое или тайное внутреннее преображение – это тайна индивидуальности, которая начнет свое движение, когда позволит карма. И это есть тайна каждого из нас, тайна кармы. Даже ахи спросили разрешения проявляться у низших. А кто это низшие? Ахи спросили разрешения у низших в силу того, чтобы низшие приняли непреложность законов космических, законов природы и законов человека. При первом проявлении высшие силы спросили разрешения у низших. Могут ли они проявляться? Низшее – это материя пространства, которая выказала почитание в великой гармонии и приобрело равновесие, тем самым позволив силам ахи проявить закон высший. Прекращение страданий происходит на плане разума и творчества. Значит ли это, что творческий человек не страдает? Страдания прекращаются после того, когда пробуждается сознание в человеке. Сознание, пробуждаясь, приводит человека в состояние свободы. И в этом состоянии свободы он лишь может только сострадать.
в этом сострадании он способен передать истину, вырвав человека из кольца времени. Искры электричества или дифференцированные творческие силы в принципе не подвластны смерти, ибо они по природе вечны и потому могут преодолеть ее или преодолеть страдания, так как объект смерти меняется на объект жизни в потоке лучей творческого логоса и эфирной субстанции, которая принимает их, как дыхание внутреннее, которое строит мост от высшего к низшему, именно оформлением идеи. И в этом процессе нет страданий, есть свободное движение творческого логоса. Колесо как символ времени. А как тогда меняется инволюция и эволюция, если движение едино? Единое движение вечной жизни, а колесо времени, оно показывает течение этой жизни в его цикличности. В этой цикличности и происходит эволюция и инволюция. Единое движение – это и есть движение эволюции, а в нем есть периоды инволюции, циклы разрушения и циклы созидания. Так новые идеи, новое развитие может иметь свое оформление в эволюции, а старое разрушаться в инволюции. Пробел сознания. Каждый человек может ощущать этот пробел, и является ли это необходимостью? Каждый человек может ощущать ежеминутно и входить в это состояние пробела, который символизирует настоящее сейчас. Мы живем в настоящем сейчас, я бы даже так сказал. Мы живем только тогда, когда живем в настоящем сейчас. Но человек всегда умирает, когда думает о прошлом или о будущем. Любой человек способен ощутить пробел или аллаю в момент перехода в лаю. Человек даже может заполнить это состояние на все воплощения. В этом состоянии перехода учителя передают знания тем, кто может их принять. Необходимостью является одно – человек должен стать разумным или подготовить почву сознания. Эти моменты между сном и бодрствованием называются алмазом сознания. В течение такого перехода состояния сознания человек одинаково принадлежит к плотному и тонкому миру. И всем дается возможность приобщиться к этим двум мирам, если только свободная воля не толкнет человека к мертвому отрицанию. Для осознания алмазного мгновения нужна особая вибрация. И такая вибрация порождается через чистое устремление. А для такого устремления нужно сознательное познавание. Согласно материалу, представленному в обзоре, периоды Пралаи и Манвантары движутся одновременно. Тогда как появляется наша Вселенная, Земля и Человек? В Пралае или в Манвантаре? Согласно материалу представленного образа о Пралае и Манвантаре, которые движутся одновременно, можно себе представить, что Манвантара выворачивается изнутри наружу. И это выворачивание и есть единый элемент Манвантары и Пралаи, как единого состояния вечной жизни. Вселенная, Земля и человек формируются одновременно и последовательно. В Пралае – прообразы будущих образов, в Манвантаре – формы жизни, Вселенной, Земли и человека. Все едино. Это единая эволюция сознаний. Цикличность, смена дня и ночи, является необходимым условием развития сознания человека по аналогии с Пралаями и Манвантарами? Пралая и Манвантара символизируют собой цикличность дня-ночи, как периоды. И в этих периодах пребывает человек. Днем бодрствует, ночью спит. Когда он спит, можно считать, что это Пралая. Когда бодрствует, это Манвантара. То есть все живут в этом цикле. Природа, человек, животное, минерал, растения. Все они подвержены этой цикличности. Поэтому образно представить это очень даже просто. Обратить внимание на себя. Это закон цикла, закон сознания и его развития. Это вечный период, который имеет свое движение и в Пралае,
пралае и в манвантаре. В пралае внутреннее, когда все процессы проявления растворяются. Акаша есть растворитель всей проявленной жизни. И в манвантаре внешнее, когда все процессы проявляются. Человек в своей жизни соединяет все периоды пралая и манвантары или дня и ночи. Ведь прошедший день уже полон новыми накоплениями, а ночь приносит общение с тонким миром и обновление энергии. Преимущество у тех, кто умеет встречать каждое утро как начало нового опыта и формирование лучших мыслей, полученных высшими силами. Тройной ключ от оков Майи. Значит ли, что этот ключ и есть понимание 3 станций тайной доктрины? Каждая станция из 3 имеет 3 ключа – любовь, красота и знание. 3 станции, как огненный факел, освещают путь путнику в познании истины, как она есть, в ее таковости. Тройной ключ – это 3 высших силы или описание 3 станций дзян. Любая сила – это переход из одного состояния в другое. При объединении 3 возникает сила или импульс воли творить. И это тот самый выход за пределы майи. 3 станции дзян тайной доктрины – это знание 3 высших сил, которая есть причина будущего освобождения от оков майи. Истина сияет в молчании. Значит, проявленной истины не существует? Проявленная истина существует молчанием. Проявление не есть активность, выраженная в громкости звука или речи. Истина сияет в молчании, устанавливая великую внутреннюю гармонию, которая проявляется как красота, любовь и знание, как сущность мысли, слов и действий, являя их осознанность. Почему единое должно сначала выявить в себе троичность, чтобы потом проявить свою форму? Почему не 2, 4, 5 единства, а именно 3 единства? Единое проявляет себя как троичность в силу того, что троичность дает импульс. Импульс для оформления. Поэтому это не 4, не 2, не 5, а именно 3. 3 составляют сознание, 3 составляют действующий разум, который способен проявить жизнесознание. Это последовательность единого непреложного закона. Единое становится единицей или линией. Второе проявление есть перпендикулярная линия, а третье соединяет эти 2 противоположности, 2 силы. Так возникает молния, импульс, взрыв, которые очищают, разрушая прошлое и нагнетают будущее, потенциально создавая его. А будущее – это форма проявления этих высших сил соединением духа и материи. Третья сила способна дать форму проявления в форме бесконечной дифференциации 5, 4, 7, 8, 9. 3 станции или 3 силы – это состояние или мысль, которая готова звучать. А если мысль готова звучать, то форма неизбежна. Если человек не выявит свое 3 единства, значит, он не будет эволюционировать. 3 единства выражены в человеке в виде осознания сущности вещей, качеством распознавания, чувства знания и духа разумения. В человеке мир духа вне форм представлен искрой духа, огнем вечной жизни, зерном духа. Человек выявляет свою волю творить, когда готов принять духовный импульс. Так потенциальность становится действительностью. И нужно собрать много опыта, чтобы допустить действительность. В слове «допустить» заключается смысл эволюции. Эволюция начинается с оформления духом материи. Так третий логос, демиург, творящий логос, махат или разум строит сознание человека. Можно ли применить первые 3 станции к клеткам человека? По аналогии, 3 станции можно приложить к началу атома, клетки, как и к любому виду в его потенциальности сознания, когда говорится о том, как 3 упадает в 4. Клетка человека состоит из атомов, и в этом заключается причинно-следственная связь. Но человек – это же сознание, и в первых 3 станциях формируется ядро атома. Это будущая клетка человека.
Надо иметь ум быстрый и подвижный, как советуют учителя. Тогда ядро атома будет иметь продвижение в оживлении его сознания. В вашей презентации было написано, что атом неделим, но в школе меня учили, что атом делим. В этом суть атомной энергетики. Как разобраться в этом? Атом неделим, ибо в этих трех станциях мира духов неформ говорится о триединстве, как об атоме не формы, а все, что делится, происходит на планах дифференциации, начиная с плана разума и творчества и доходя до плана проявленной Вселенной. У атома единого нет полярности, а у атома в пракрите полярность есть, а следовательно, атом делится при дифференциации. Единый атом неразрушим, так как это нематериальная форма. Делимость атома бесконечна, так как зародыш является непроявленной природой или творческой силой, который должен проявиться через деление атома или делимость духа. Так форма жизненной силы есть принцип состояния субстанции, недоступная для человеческих чувств, как единый атом, который может улавливать только результат ее действия, как материальный атом. В станции 1 говорится: «Не было и великих причин страдания, ибо не было никого для порождения их и обольщения ими». Но как можно обольщаться страданиями? Обольщение страданиями можно понять как следствие невидения, иллюзии нашего восприятия очевидности. Но действительность ускользает от наших грубых органов чувств. И в этом состоянии мы обольщаемся страданиями. Их же причина в инстинктивности дуального восприятия или разделенности. Майя и страдания – идентичное понятие. Обольщение майи есть покровы или тени света, а свет разума или разумных сил имеет идентичную структуру солнечным творящим логосом в человеке, и это есть сознание. Сознание не обольщается майей и не страдает, так как выявило себя в индивидуальном движении творческого логоса. Так человек может превозмочь временное, которое заслоняет великую беспредельность. Почему на протяжении всех трех станций Отец-Матерь пишется как единое что-то, а Сын отдельно, но тем не менее все они были воедино? Триединство – Отец, Мать и Сын, как жизнесознание вечности в мире духов не форм. Они едины и номинальны. Именно Сын или третья сила выходит за пределы внутреннего состояния, что есть единое пространство, Отец-Матерь. Сам себя сочетает с внешней иной силой и возвращается полон новой силой. Этой новой силой соединяет вновь. Так возникает истинное триединство, готовое оформить новый цикл, новое движение, новое звучание слова, потенциально строительный импульс нового витка эволюции. В станции 2 повествуется: сердце ее еще не раскрылось для привхождения единого луча. Если провести аналогию с человеком, чем для нас является единый луч? Для человека единый луч есть творящая любовь, как вверху, так и внизу. Когда луч оплодотворяет зародыш, когда сердце способно любить, создается взаимоотношение и притяжение. Единый луч – это единое сознание Вселенной, природы, человека. Луч или импульс, который зажигает поверхность чаши и вызывает соответственное сокровенное знание из глубины сознания. Только единый семеричный луч может проникнуть в зародыш. А есть ли другие лучи, которые могут это сделать? Зрелость полноты единства семерична, и тогда возможность возникает проникновением в зародыш. Лучи скользящие, лучи проникающие. Каждый луч семеричен, так как имеет движение. От состояния сознания зависит, будет ли этот луч скользящим или проникающим. Зародыш должен был пройти стадии становления. И как только зародыш стал ядром духа, то материя стала готовой принять этот луч, который пронзит зародыш. Как 7 лучей становится каждый семеричным? Пример можно привести с радугой. Один луч, коррелянт этого луча производит 7 цветов.
точно так же каждый луч становится семеричным. Каждый луч разделит пространство и рассечет материю, и начнет сочетание, то есть приобретет свои качества и свойства, и таких качеств 7 у каждого луча. Так единый семеричный проявляется 7 различными самостоятельными качествами, то есть приобретает свою форму, свою жизнь или собственный мир, а мир семеричный. 3 упадает в 4, как я поняла, это закон. А он применим к каким-то событиям, свойствам и действиям. Когда 3 упадает в 4, это формула закона к проявлению упадхи, носителю непроявленное в проявленное. 3 упадает в 4. Великая формула закона проявления. Проявление величайшего феномена – событий, свойств и действий. Оккультная цель – сохранение разума. А как его сохранить? Оккультная цель сохранения разума в непреложности закона. Разум сохранен при начале Манвантары высшими разумными силами, а задача человека – оживотворить разум, свой собственный, обновляя сознание действием свободной воли, которая неразрушима, как внутренняя сила, которая дает рост сознанию или мирам, и приобретет доспех, который убережет от удара хаоса. Доспех создан как оборона нашим сознанием. Духовный импульс Вселенной дает преображение, трансформацию и оформление всего составляющего дифференциации. А что дает духовный импульс человеку? Духовный импульс вечного закона порождает Вселенную. Духовный импульс, данный человеку, зажигает в нем огонь духа и порождает новое мировоззрение. Духовный импульс дает пробуждение, и человек может менять свою ткань сознания, создавать индивидуальный узор, который как материя запечатлевает идеи разума, дает силу сознанию, чтобы оно перешло через мозг Фахата, а для этого надо, чтобы желания были очищены. И тогда сознание достигает монастического плана или высшего «я» в человеке. Учителя делятся искрами мирового сознания, но сложить свой узор должен сам человек. Если свет был равен тьме, и в этом равенстве произошло преклонение и сохранение света, что явило победу света над тьмою на всех планах, тогда человек как побеждает тьму, если она равна свету? Человек равен свету, как тьма, пока не устремится к освобождению сознания через познание и не сбросит покровы майи иллюзии, что эквивалентно тьме неведению. Ведь свет освещает тьму, и тьма рассеивается, растворяется в свете, но на ином уровне. Тьма была равна свету при начале Манвантары в ее абсолютном значении, так как тьма в этот период была источником света. А в мире плотном человек побеждает тьму своего сознания очищениями и утончением своей внутренней природы. Внутренняя природа – это и есть свет, который дает импульс монаде, и человек освобождается через манас от плотного материального, уничтожая ограничения ума. Так свет побеждает тьму. Эктоплазма сохраняет психическую энергию. А для чего? А как человек сохраняет психическую энергию? Эктоплазма, носитель психической энергии, содержит ее в себе. В законе непреложности, чистоте и качестве. Человек должен познать закон и созвучать с ним в мыслях своих, побуждении. В этом случае психическая энергия, дар человечеству, будет священной, и ответственность за нее сохраняет и оберегает накопленную силу динамо-машину человека. Эктоплазма – это место для сохранения психической энергии. В человеке – это сердце. Мысль ударяет в сознание, но без мышления оно может пребывать без откровения. Человек, сохраняя психическую энергию, сохраняет откровение в сердце для того, чтобы мысль не имела пределов. Жизнь и смерть меняют внутреннюю природу человека. А как совершается чудо? И что это за чудо? Чуда нет,
есть определенная степень знаний. А Елена Петровна Блаватская говорит, самое великое чудо – это рождение человека. Но именно рождение человека, а не человекоподобного. О чем говорит Елена Петровна. Чудо – это изменение внутренней природы. Когда человек достигает особого места своей внутренней природы, которая есть тьма, тогда непременно он освобождается от нее, так как внутренняя природа озаряется победой света в этот момент. И это есть чудо преображения жизни вечной. Аум – обновление сознания. Что это значит? Что в жизни должен сделать человек, чтобы обновить сознание? И разве есть описание этого процесса в 3 станциях? Аум – молитва, живущая в воспитанном сердце. И когда в сердце проник луч любви творящий, аум вибрирует трепетом преданности и почитания иерархии света. Аум – Атма Будхиманас. 3 силы, которые могут внести обновление, когда они остаются в одиночестве. Человек должен стать одиноким или единым с Высшим Я. Тогда обновляется сознание. 1, 2 и 3 станции дзян соответствуют состоянию аума или монади, преображения всего сущего и несущего. Как 12 иерофантов Кала-чакры стали атомами? Внутренняя сущность 12 иерофантов богов составляла атомы, но при дифференциации создали дома-сферы, согласно иерархической цепи правящих каждой своей сферой, через которые проходит странник сознания, в данном случае человечество, которое тоже атомарно, коллективно. Фахат, как закон вечного разума, материализует дух в 12 атомах или мирах, 12 частей ткани, каждая из которых становится индивидуальным миром или 12 неданами, иерофантами. Иерофанты есть запечатленные идеи высшего разума в материи. Каждый из них есть собственный мир или атом. Если фахат запечатлевает идеи на материи, то как тогда фахат в жизни человека формирует его идеи? Фахат запечатлевает в высшем астральном свете или эфирном теле человечества идеи для эволюционного процесса развития мыслителя, преобразователя, одухотворяющего материю. Человек сам формирует идеи, если он готов принять их. Каждый атом – отражение божественного ума. А в человеке что именно отражает божественный ум? Божественный ум – это способность в их потенциальности динамических сил, которые определяют природу вещей, распознавание, его качество для познавания любой идеи, хоть даже и идеи Бога-человека. Божественный ум отражается в сердце, ибо оно одно может вместить все свойства и качества и преобразовать их в любовь. Новая точка отсчета – это 3 станции дзиян. Почему это так и от чего считать эту точку? 3 станции дзян, как точки отсчета монументального цикла, явлены как космос, природа и человек. Эти, собственно, 3 точки, как 3 станции, отображают начало, а завершение является синтезом. И синтез вбирает в себя все эти 3 станции. 3 станции – новая точка отсчета для начала великого путешествия, вечного странника, сына пространства тьмы, света, монады человечества. 3 станции – это знания, которые дают возможность вывернуть себя наизнанку и посмотреть, чего мы стоим. С этого момента и начинается новая точка отсчета. 3 станции – это монада космоса, 3 стадии поклона, вселенский разум, духовный иммунитет и многое другое, в том числе создание фокуса и основы для креста жизни. Для чего фокус необходим в жизни человека? Если человек прошел эти 3 стадии поклона, тогда он имеет духовный иммунитет. Когда говорится о фокусе, прежде всего имеется в виду, конечно же, внимание. И только внимание позволяет сделать 3 поклона, как 3 знамения,
вхождение в разумную творческую жизнь космоса. Самодеятельность человека приобщает его к строительству Вселенной. И такой человек прошел детский период и стал полноценным гражданином, индивидуальной силой Творца жизни. Фокус позволяет увидеть истинного себя, и в этом фокусе ты исчезаешь, ибо приобретаешь форму света разума. 3 стадии поклона символизируют начало точки отсчета. Это нерв, который движет сознание к совершенствованию. Если нет поклона, нет мудрости, которую можно передать только живому человеку. Пройти 3 стадии поклона – это значит стать живым. Почему так важно осознание первых 3 станций тайной доктрины Елены Петровны Блаватской для духовного развития человека? От единого к частному – закон расширения сознания. Для того, чтобы от частного индивидуального начала творить единого по образу и подобию его. 3 станции – это беспричинная причина, первопричина и причина, соединяясь в единый фокус вечной жизни, вечного пути. Так духовное развитие человека движется силой любви. Любовь ткет крылья – 1 станция. Любовь кует панцирь – 2 станция. Любовь руководит мыслью – 3 станция. Осознание 3 станций дает знание непоколебимости сущности, как причина духовного развития человека. И это есть единая эволюция сознания.